Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф, в увлекательный мир Лего, где детали становятся чудесами. Лего — это, без сомнения, самая популярная в мире игрушка, в которую можно играть практически в любом возрасте. Сегодня мы покажем вам самые невероятные творения, созданные из их маленьких кирпичиков. Мы увидим, как из кусочков пластика рождаются настоящие шедевры, полноразмерные копии автомобилей, реплика авианосца, работающий двигатель, принтер, создающий изображения и даже протезы утраченных конечностей. Готовы удивиться и вдохновиться? Тогда давайте начнем наше путешествие в мир Лего. Принтер Брикассо. Принтер, который сканирует изображение и собирает его из кубиков Лего, сконструировал канадский энтузиаст Джейсон Аллеман. Устройство целиком собрано из Лего с применением сенсоров и управляющей платы из конструктора серии Lego Mindstorms и V3 и деталей Lego Technic. Устройство под названием Брикассо сначала сканирует нарисованное изображение, состоящее из матрицы 16 на 16 лего-пикселей, каждый из которых размером со стандартный одинарный кубик конструктора. После этого манипулятор на соседней платформе начинает сборку изображения на белой пластине Лего. Другими словами, Брикассо создает своеобразную мозаику, которую набирает из единичных элементов на длинной панели от Лего. Брикассо может создавать только плоские изображения, то есть в один слой. Помимо этого, он способен сохранять изображения в памяти и воспроизводить их в различных цветовых вариациях. Винтовочный приклад. Можно ли из Лего сделать реальный приклад для винтовки, который бы выдержал все нагрузки и был признан годным к использованию? Конечно! Американская компания Feinstein Gewehrwerke не только единожды это сделала, но и начала продавать приклады МК-8 для винтовки AR-15, сделанные из кубиков Лего. Производители рекомендуют собирать приклад в несколько этапов. Первым делом МК-8 должен собрать ребенок, потом родители проверят приклад и разберут его. Окончательную сборку взрослые выполняют сами. Для этого потребуется несколько металлических болтов, суперклей и двухкомпонентная эпоксидная смола, которые также входят в набор. Приклад МК-8 предназначен для винтовки AR-15, однако может быть установлен на любое другое стрелковое оружие с креплением на буферную трубку. По данным Feinstein Gewehrwerke, приклад успешно прошел испытания на помповом ружье Remington 870 12-го калибра. Протез руки. Дэвид Агилар из Андорры в 2017 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за первый в мире функциональный протез руки Лего под названием МК-1. Дэвид появился на свет с врожденным заболеванием без правого предплечья. По его словам, в школе смеялись над его индивидуальностью, и поэтому он в 9 лет решил смастерить себе протез из блоков детского конструктора. Познаний 9-летнего мальчишки не хватило для того, чтобы создать полноценный протез, зато в 18 он сделал конструкцию идеальной. Протез был создан в 2017 году из конструктора Лего, который позволяет собрать модель вертолета. Первый протез руки имел подвижный локтевой сустав и застежку, чтобы подбирать предметы. Позже он модернизировал устройство, чтобы иметь возможность управлять пальцами с помощью движений руки. В 2021 году Дэвид сконструировал бионический протез руки из конструктора Лего для 8-летнего мальчика по имени Бекнур. Теперь ребенок, который родился без рук, может играть и даже пользоваться планшетом. Ferrari Monza SP1. Ferrari Monza SP1 — это редкий и дорогой спортивный автомобиль, который был создан в честь классических гоночных Ferrari прошлого века. Мастера из Lego Certified Professional Network, сети профессиональных строителей из Lego, воссоздали Ferrari Monza SP1 в натуральную величину. На модель ушло 383 тысячи деталей и 339 дней работы. Масштабная модель из Lego весит более тонны. Для большей точности в ее создании участвовали инженеры Ferrari. Чтобы готовая модель была похожа на Ferrari Monza SP1, ее оснастили колесами и рулевым колесом от оригинального суперкара. В будущем копию планируют усовершенствовать рабочим двигателем, который также будет собран из конструктора Lego. Lego-версия Ferrari Monza SP1 являлся частью интерактивной выставки под названием Ferrari Build and Race, которая проходила в 2023 году в Legoland Billund, тематическом парке Лего в Дании. Гигантская модель авианосца USS Intrepid.
Что такое нужно сделать, чтобы о тебе говорили все фанаты конструктора Лего? Всего лишь собрать модель американского авианосца USS Intrepid гигантской величины из деталей конструктора Лего, как это сделал британский энтузиаст Эд Димент. У него не было никакого программного обеспечения или спецпомощников. Проект был взят из его головы и основан на 35-летнем опыте в строительстве. После 9 месяцев кропотливой работы модель корабля была готова в октябре 2010 года. Оригинальные детали для конструкции Эд брал где мог. От магазинов детских игрушек до распродаж 30-летних конструкторов. К этому моменту Intrepid превратился из боевого корабля ВМФ США в плавучий музей. Представители Министерства обороны Америки прознали про грандиозный проект британца и предложили ему сотрудничество. В сентябре 2011 года 7-метровый лего-авианосец Intrepid прибыл на свой прообраз и до сих пор находится в Музее моря, воздуха и космоса Интрепид в Нью-Йорке. Протез ноги. Эта история мотивирует людей, потерявших конечность, не опускать руки и показывает, как, казалось бы, из безвыходной ситуации можно найти выход. Автор клинических исследований и терапевт из США Кристина Стивенс из-за аварии лишилась левой ноги чуть выше ступни. Однажды кто-то из ее коллег в шутку предложил собрать протез из Лего. Девушке идея понравилась, и она решила поэкспериментировать. В соцсети Стивенс публиковала информацию об успехах на поприще создания необычного протеза для ноги. Также она регулярно выкладывала видео на YouTube. Американка превратила в реальность обычную шутку и после несчастного случая смогла вернуться к активной жизни, а теперь еще и подбадривает других. Кристина размещает на YouTube ролики, в которых рассказывает, как можно с протезом, например, ездить на велосипеде или купаться в бассейне. Polaroid. Фотограф из Гонконга, известный в сети под псевдонимом Instax Magic, создал из деталей 2 разобранных камер и лего полноценную камеру быстрой печати. Не смотрите на игрушечный вид, здесь все по-взрослому. Наводим объектив, делаем снимок, и устройство тут же отпечатывает фотографию. Линзы изобретатель взял от винтажной японской Yashica, а механизм печати из Fuji Instax Mini. Есть даже небольшой экранчик, как у цифровых камер, на котором видно композицию будущей фотографии. Разработчик поделился, что идея создания такого прибора посетила его, когда он пришел в гости к соседу и увидел несколько наборов Лего. Кроме того, у Лего есть коллекционный набор для взрослых, из которого можно собрать реалистичную модель фотокамеры Polaroid One Step SX70. Набор содержит 516 качественных деталей, красочную инструкцию и лист наклеек. Эта модель очень похожа на настоящую камеру. Она имитирует печатание фотографий и дополнена 3 фото, якобы сделанными на нее, на которых запечатлены мини-фигурки Лего. Реплика двигателя V8. Это не просто реплика, а работающая модель длиной 1,2 метра, в которой присутствуют все детали, имеющиеся в оригинальном двигателе. Представляете? Работающую копию двигателя V8 из конструктора Lego смастерил инженер из США. Для постройки он использовал наборы Expert Builders, которые выпускались в конце 70-х, а позже были переименованы в Lego Technic. Получившийся мотор весит 18 килограммов, а его длина достигает 1220 миллиметров. Многие компоненты воссозданы с высокой точностью и подвижны. Есть коленчатый вал, поршни, клапаны, трансмиссия и 8 свечей зажигания. Глядя на этот экспонат, можно представить, сколько терпения и труда было потрачено на него. Но самым интересным выглядит не сам двигатель, а система управления его работой. Для этого был использован ретро-компьютер Apple II и пневматический привод. Благодаря примененным техническим решениям мотор может раскручиваться до 4350 оборотов в минуту. Робот для создания бумажных самолетиков. Помните, как в детстве мы складывали бумажные самолетики и как весело их было запускать друг другу? Так вот, бразильский дизайнер, мастер сбора Лего Артур Сачек собрал машину, которая из листа бумаги сама создает и запускает самолетики. Изобретатель вместе с агентством Elevation Digital Media запечатлел работу устройства в рекламном ролике, сделанном по заказу компании Aero Electronics, которая занимается разработкой электроники. Автоматизированное устройство полностью построено из деталей конструктора Lego. Как выглядит работа Лего-робота? В
В процессе движения листа бумаги механизм выполняет поэтапные манипуляции согласно схеме оригами до конечного запуска самолетика в первый полет. Для управления машиной Сачек использовал несколько кубиков Lego Mindstorms и специально разработанную программу. Arrow Electronics также представила закадровое видео ее создания, на которое ушло 5 дней. Полноразмерный Бэтмобиль. Этот уникальный проект был представлен корпорацией Chevrolet на выставке NEAS 2017 года. Реплика автомобиля Бэтмена была создана из более чем 300 тысяч кубиков конструктора. Над дизайном Бэтмобиля трудились 222 часа, над его сборкой 1833 часа. Это больше 2 месяцев работы. Длина машины составляет 5,8 метров, высота 2, ширина 2,7 метров. Предусмотрены даже нелетальные пушки и откидная крыша. Турбины, знаменитый логотип с летучей мышью и пара агрессивных спойлеров сзади, копия воссоздана с огромным вниманием к деталям. Презентованный Бэтмобиль очень похож на оригинал. Фанаты Бэтмена остались от него в восторге. Кроме того, для детей старше 10 лет и для взрослых компания Lego выпустила точную и очень реалистичную копию Бэтмобиля — демонстрационный набор Lego Technic Batman Бэтмобиль. Теперь все ценители Бэтмобилей могут его приобрести и насладиться захватывающим процессом сборки легендарного автомобиля Бэтмена. Он будет, конечно же, не в натуральную величину, но очень реалистичный. Такие фантастические вещи можно создать из простого конструктора, но и это не предел. Из множества ярких, качественных деталей можно сделать все, что угодно. А вам нравится собирать Лего? Или, может, в детстве у вас была огромная любовь к этим маленьким деталькам? Делитесь с нами в комментариях.